Бабушка сидела у подъезда на морозе и плакала вместе с маленькой внучкой, которую спасла от ее собственных родителей. Не так она представляла себе свой отдых на пенсии. Сына растила всегда в любви и заботе. Да, он рос без отца, но она старалась, чтобы из него вырос настоящий мужчина, и думала, что у нее это получилось. Дениса всегда хвалили в школе, потом он закончил институт и устроился на хорошую работу. Сам предложил ей уволиться с работы и дождаться пенсии уже дома. Так и сказал, мол, поработала ты свое, мама, пора тебе отдохнуть. Тогда все соседки завидовали ей, какого она сына воспитала. Лариса Николаевна ушла с работы и занималась только домом. Часто прогуливалась в парке. Теперь не надо никуда бежать, стараться взять побольше работы, чтобы ни в чем не нуждаться. С нетерпением ждала, когда сын приведет в дом невесту. Мечтала, как будет прогуливаться с внуками тут, в парке. Невесту Денис привел. И сначала Рита очень ей понравилась, хоть и ожидала, что сын все-таки обратит внимание на другую девушку. Ведь всем было понятно, как он нравится Танечке из их подъезда. Но вслух она ничего не сказала. Это его выбор. Сыграли скромную свадьбу, и Денис с Ритой остались жить вместе с Ларисой Николаевной. Сначала все было хорошо, но потом молодые стали часто приходить поздно домой. На это она закрывала глаза. Мол, дело молодое, хочется и погулять. Но скромно намекала сыну, что он не высыпается перед работой, и не надо гулять так долго в будние дни. Но Денис махал рукой и говорил, что все в порядке. Рита не работала, говорила, что ищет, куда устроиться. Только Лариса Николаевна никак не могла понять, как она ищет, если днями напролет спит. Потом они перестали пропадать ночами, а вместо этого приглашали друзей домой, и почти каждый день были гулянки допоздна. Ее никто не слушал, и часто Лариса Николаевна уходила поздно вечером гулять в парк, чтобы побыть в тишине. Как-то Денис пришел с работы грустный, сказал, что его понизили в должности и грозятся уволить. Но этого следовало ожидать, учитывая его постоянные опоздания и внешний вид. Тогда гулянки сократились до 2 в неделю, ведь Рита также не работала и понимала, что если мужа уволят, то и гулять не на что будет. А через месяц невестка сказала, что беременна. Вот теперь наступило затишье, ведь Денис сказал, что обязательно надо рожать, и если она сделает аборт, то он подаст на развод. А это означало, что Рита вернется в свою комнату в общежитии, и содержать ее никто не будет. Эти месяцы Ларисе Николаевне показались просто сказкой. Сын приходил домой, и они вместе ужинали, обсуждали имена для ребенка, как и где поставят кроватку. Правда, больше всего обсуждали это она и сын, а Рита больше молчала. Через несколько месяцев Дениса вернули на прежнюю должность, а еще через 3 родилась маленькая Аленка. В доме все готово было, чтобы принять молодую мамочку с дочкой. Она держала маленькую внучку на руках и никак не могла налюбоваться. Вот и счастье в дом пришло. Но счастье и спокойствие в семье было недолгим. Рита начала гулять практически сразу. Денис с ней по выходным. Он знал, что работу может легко потерять. А сейчас он в отпуске, и гулянки не смолкают уже неделю. Лариса Николаевна подумать не могла, что такое может произойти с ней. Ее выгнал на мороз родной сын, да еще и с маленькой 5-месячной внучкой. Его жене не нравилось то, что девочка постоянно плакала. Сразу после того, как Риту с малышкой выписали из роддома, девушка ушла в загул. Она была счастлива от того, что наконец избавилась от груза беременности. Теперь снова можно было веселиться на полную катушку. Сын Ларисы, Денис, не отставал от нее, а сегодня повел себя словно сумасшедший. Он кричал на них так,
что соседи стучали в стену. Сердце сжималось от страха и обиды. Первый раз она боялась своего сына настолько, что хотелось, не останавливаясь, бежать, куда глаза глядят. Она думала, что еще немного, и он ударит ее. Тогда бабушка схватила внучку на руки и, тепло закутав ее, вышла на улицу. Очень хотелось заплакать, но она не могла. Ей казалось, что слезы застынут на лице от мороза. Так, дрожа от холода, она просидела почти 2 часа. Хорошо, что внучка успела поесть, и она тепло ее укутала. Щечки были тепленькие. Но это пока ей тепло. А что будет еще через 2 часа, страшно было представить. «Лариса Николаевна, что вы тут сидите?» Услышала она голос Тани, которая жила в их подъезде. Ей ничего не оставалось, кроме того, как сказать правду. «Денис выгнал меня из дома. Я хотела у Маруси переночевать, только ее дома нет. Наверное, к внукам уехала». «Что ж вы ко мне не зашли? Я одна живу. Вы мне не помешаете. Пойдемте скорее». Девушка взяла бабушку за руку и потянула за собой. Как хорошо, что она решила сходить в магазин, хоть и было лень выходить на мороз. Думала в это время Таня, ведь как будто ее тянуло на улицу, хоть и можно было сходить утром, ведь завтра выходной. «Спасибо тебе, Танечка», — благодарила ее Лариса Николаевна. Таня давно была влюблена в Дениса, только он не обращал на девушку внимания. С ним рядом уже давно заняла место дерзкая Рита. Она сумела подчинить его так, что он не смел слова ей против сказать. Она же и тащила его на гулянки, а если сами не ходили, так друзей зазывали. Как только они пришли домой, Таня тут же вскипятила чайник. «Сейчас я вас обогрею». Девушка помогла снять старушке холодные вещи и дала свою очень теплую кофту. Вместе они раздели малышку. «Что делать, Танюша, я не знаю», — разводила руками бабушка. «Поживите пока у меня, а потом что-нибудь придумаем». Через час она постелила бабушке теплую постель. «Давненько я спокойно не ложилась спать», — приговаривала старушка. «Вот и замечательно, что вы у меня оказались, хоть отоспитесь, а за Аленой я присмотрю, не переживайте». Таня обняла старушку. Ей так сильно было ее жаль, ведь она знала с детства эту семью, и Лариса Николаевна всегда всем помогала. Когда мамы Тани не стало, то именно эта соседка пришла первой и спросила, чем помочь. И она успокаивала Таню. Таня развела остатки смеси, которые были у Ларисы Николаевны в сумочке. Бабушка брала на прогулки с собой, на всякий случай, всегда бутылочку и немного сухой смеси. Покормила маленькую Аленку и легла спать. Этой ночью Ларисе Николаевне снились хорошие сны, как будто Дениска ее, еще совсем маленький, подбегает к ней, обнимает и целует ее. «Мамочка, любимая, я тебя всегда буду защищать и никому не позволю тебя обидеть», — говорит мальчик, поглаживая ее руки. А она обнимает его в ответ и верит ему. Утром, пока Лариса Николаевна высыпалась, а девочка еще дремала, Таня отправилась в магазин за памперсами. Неожиданно она встретила там Дениса. «Танюха, привет!» – радостно сказал он и обнял ее. «Привет!» – сухо поздоровалась девушка и убрала его руки. «Ты что такая отстраненная? А я только хороших людей обнимаю». «Я разве плохой?» – рассмеялся мужчина. И тут Таня начала закипать. «Ты знаешь, где находится сейчас твоя дочь?» – прямо спросила она. «Дома с матерью. Где ей еще быть? Она ж еще младенец, сама гулять не умеет», – ответил Денис и сам усмехнулся своей шутке. «А ты ее видел сегодня утром?» Денис задумался. «Нет», – растерянно ответил он. «Вот, это уже о многом говорит. Ты не знаешь, ни где твоя дочь, ни где мать. Тебе совсем все равно на близких?» «Да не все равно.
Тебя какая собака с утра укусила? За что ты на меня злишься? Ты даже не помнишь, что выгнал мать вместе с маленькой внучкой на мороз. Хорошо, что я мимо проходила и позвала их к себе. А ты можешь себе представить, если бы бабушке стало плохо? Она бы упала, выронила девочку, и ребенок, лежа на снегу, получил бы обморожение или ударился головой об лед. Представь на минуту, какие могут быть последствия у ваших с Ритой гулянок. На нее мне все равно, а вот на твою семью нет. Я тебя с детства знаю, и маму твою. Не заставляй меня обращаться в органы опеки. Подумай о том, что ты можешь потерять ребенка навсегда. Денис молчал. Он не ожидал того, что Таня выскажет ему все так, при людях. Ему стало дико стыдно за то, как он поступил со своими близкими, а главное с дочкой. Она совсем беспомощная. Денис густо покраснел. «Откуда ты, Танька, взялась?» Он посмотрел на нее, как будто она какой-то призрак. «Памперсы пришла купить твоему ребенку. И смесь. Она кушать хочет. А теперь дай пройти. У меня нет времени тебя воспитывать». Девушка прошла на кассу. Денис побрел домой в раздумьях. Что-то ёкнуло в его сердце. Он даже не помнил, что вчера кричал матери, чтобы она убиралась и не смела возвращаться. А ведь в далеком детстве он клялся ей, что никто никогда ее не обидит. Так и вышло. Никто не обижал его маму, кроме него самого. Денис вошел в квартиру. «Рита, ты дома?» – позвал он. «Да», – послышался тихий голос, и к нему вышла заспанная девушка. Ее одежда была в пятнах, на голове красовался неряшливый пучок. Видимо, в ванной она еще не была. «Ты знаешь, где твоя дочь?» – задал он ей вопрос. «Спит, наверное, в комнате твоей мамы. А что?» «А то, что ее дома нет. Мама ушла вчера вместе с ней, и теперь они живут у Тани». «Опять ты про свою Таню!» – злобно скривилась Рита. «Если бы не она, нашей дочери могло не быть на свете. Она спасла их от мороза, приютив у себя». «Героиня нашлась», – хмыкнула Рита и томно закатила глаза. «Скажи, ты совсем не понимаешь, во что мы превращаемся? Звери так не поступают со своими детьми, как мы с тобой. Нужно остановиться». «Лично меня все устраивает. Я же не виновата, что поздно узнала о беременности. Могла бы и прервать», – равнодушно сказала она. «Да, и это ты хотел ребенка и условия ставил. Хотя, если бы не срок, то я все равно бы избавилась, а ты уж простил бы». «Да что ты такое говоришь?» В этот момент Денис посмотрел на жену другими глазами. Она совершенно не раскаивается. Такое ощущение, что перед ним чужой человек. Не такой девушке он когда-то сделал предложение. Или она только притворялась лучше, чем она есть. «Говорю, как есть, цени за честность», – нагло отвечала жена. «Последний раз тебя прошу, давай остановимся, вернем маму и Алену, начнем другую жизнь». «А если не соглашусь, то что, убежишь к своей Танечке?» «Что ты прицепилась к ней? Не пойму», – раздраженно ответил Денис. «Да потому что ты всегда ее любил. Признайся честно». Рита перешла на крик. «Здесь не в ней дело, а в нас. Мы еще можем сохранить семью». «Не нужна мне эта семья, и ребенок твой не нужен. Не устраиваю я, воспитывай сам. Или Танечку свою попроси. Она хорошо справляется». Денис чувствовал, как внутри него нарастает ярость. Как может быть не нужен родной ребенок? Неужели можно быть настолько равнодушной? «Ты отказываешься от дочери?» – спросил он. «И от тебя тоже. Думаешь, у меня мужчин нет? Желающих быть со мной много. Тогда собирайся и уходи отсюда». «С радостью. Ты не представляешь, как мне опостылили ты и твоя мама», – с ненавистью глядя на мужа, произнесла Рита. Денис еле сдержался,
чтобы не ударить жену. Мужчина просто кипел от злости. Она еще успевала налево смотреть. Рита наскоро кидала вещи в чемодан. «Удачи с твоей Танечкой», – язвительно сказала она, обернувшись у порога. «И тебе с кучей мужчин», – пожелал он в ответ и захлопнул двери. Точка в их отношениях была поставлена. Он твердо решил покончить со старой жизнью. Если Рита не хочет помогать ему в этом, пусть живет своей жизнью. Не нужна его Алене такая мама, он сам справится. Через 3 месяца они развелись. Рита без лишних слов подписала отказ от ребенка. С момента своего ухода она не видела девочку. Даже ни разу не поинтересовалась, как себя чувствует ее дочь. Денис же слово свое сдержал. Он долго просил у мамы прощения и целовал ее руки. Она гладила его по голове, как тогда, в детстве, и слезы катились из ее глаз. «Мамочка, прости меня. Обещаю, ты больше никогда не заплачешь из-за меня. Больше я тебя не обижу». «Я прощаю тебя, сынок», – произнесла мама и поцеловала его в макушку. «Пойдем домой». Он помог собраться матери. Таня запеленала Аленку. Она так привыкла к этой маленькой девочке за эту неделю. Денис попросил, чтобы его мама и дочка еще неделю пожили у нее. Он наводил дома порядок и подавал на развод. «Таня, пойдем к нам», – сказал Денис. «Я купил тортик». Лариса Николаевна тоже позвала Таню. А может, еще сбудутся ее мечты, и у Тани с Денисом получится семья. Мелькали мысли у нее в голове. А уж она-то теперь поможет, не будет стоять в стороне. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.